Доброе утро, Стоп Гейм, в эфире Инфакт. Я тут на постлиманских настроениях сварганил кое-чего для Инфакта, предлагаю заценить. Напишите потом, как вам. Не все битвы заканчиваются клиффхенгерами, гласит описание свежего трейлера Tekken 8. И каламбур тут, конечно, намеренный и очевидный, потому что посвящен видос главному фанату горных обрывов во франшизе Хейхачи. Его и взрывали роботами, и заживо хоронили, и в вулкан с обрыва кидали. В предыдущей части Сунуля Кадзуя лично выбил из него последние вздохи и финита. Во многочисленных интервью Кацухиро Харада подтверждал смерть Хейхачи. Главная сюжетная интрига 8-й игры базировалась на этом факте. И вот. Глава Мишима Заебацу прибудет в игру осенью, и, судя по всему, вместе с ним нагрянет и обещанная новая сюжетная глава. Трейлер изобилует свежими кат-сценами, в которых принимают участие и другие герои сезонного пропуска, премьер-министр Польши Лидия Собеска и старичок серии мастер Капоэйра Эдди Гордо. К слову, Лидия появится в игре уже 26 июля, или 23, если вы счастливый обладатель пропуска бойцов первого года. Также осенью, на этот раз в Street Fighter, заглянет Терри Богарт из другой серии файтингов Fatal Fury. Новенький трейлер, судя по всему, демонстрирует вступительную сцену Терри в сюжетном режиме мирового тура, где тот сможет стать наставником вашего героя. Вместе с ним из Fatal Fury, но вероятно попозже, в Street Fighter 6 также нагрянут Елена и Май Ширануи. А замыкающим героем из набора бойцов второго года станет великий и ужасный М. Байсон, of course. Замыкаем файтинговый триплет. Во втором сезоне Multiversus в и без того немаленький ростер бойцов впишутся Самурай Джек из одноименного мультфильма Cartoon Network и с небольшой задержкой Битлджус. Видимо, ради кросс-промотирования грядущего сиквела. Собственно, второй сезон начинается уже сегодня и вместе с новыми героями предложит игрокам посоревноваться в рейтинговом режиме в форматах 1 на 1 или 2 на 2, чтобы заработать очки для таблицы лидеров и получить эксклюзивные косметические награды. А также новую карту — водонапорная башня. И да, это та самая культовая башня Warner Bros. Говорят, там состязающихся ждут неожиданные отсылки к популярным героям и франшизам Warner Bros. Discovery. К слову, вот буквально вчера Warner Bros. Официально выкупила авторов игры под свое крыло. Обе стороны сделкой довольны и прекрасно. С файтингами все, теперь поговорим про симулятор бойца Punch Club 2. Вчерашним вечером игра обзавелась долгожданным DLC под названием Железный Кулак Iron Fist, до чего ж актуально. Внутри еще 6 часов сюжетного контента про новую лигу боев роботов. Роботов своих нужно будет кастомайзить и прокачивать. Для них изобретена уникальная ветка улучшений со своими способностями. А еще есть механика использования наномашин, сынок. Помимо прочего, состоялся анонс порта для iOS. Его релиз случится 22 августа. И вот весьма уместное после всех этих второй сезонный пропуск, третий пропуск бойцов и так далее заявление главы компании Digital Extremes Стива Синклера о всех этих играх-сервисах. Создатель Warframe считает, что разработчики и издатели очень напрасно воспринимают запуск сервисов наравне с запуском других игр. Мол, выстрелило на старте, поддерживаем, а нет, закрываем. Хотя у издателей, по его словам, обычно есть финансовая возможность поддерживать такие игры. Цитата. «Печально, когда ты тратишь столько лет своей жизни на проработку систем или создание технологий или формирование сообщества, а потом из-за слишком больших операционных расходов пугаешься, когда показатели падают и уходишь. Мы это видели на примере многих отличных релизов, у которых, на мой взгляд, был огромный потенциал, и я думаю, что их авторы слишком рано катапультировались». Конец цитаты. Правда, не берет мистер Синклер в разбор обратной ситуации, когда игра и стартует плохо, и поддерживается долго, и в том числе рекламой, а все равно интересно слишком малому количеству игроков. Да и сама Digital Extremes ведь уже закрыла так и не покинувшую закрытый бета-тест The Amazing Eternals, шутер, который команда анонсировала в 2017 году, запустила тест и спустя пару месяцев прекратила разработку. Причиной тогда назвали низкую популярность бета-теста и коммерческий провал стартовавшего и загинувшего тогда же экшена Lawbreakers. А вот у автора Stardew Valley Эрика Барони и с поддержкой все ладно, и с принятием сообществом. Несмотря на то, что сейчас он увлечен разработкой нового проекта про шоколадье, обновления для Stardew выходят и по сей день. При этом игроки получают их бесплатно, и, судя по всему, так впредь и будет. В своем экс-твиттере разработчик запустил публичную клятву, что он никогда не будет брать деньги за DLC и обновления. Относилось это к Stardew, но, учитывая формулировку, можно применить к любой игре, к которой авторы приложат руки. Внезапная клятва прилетела в треде о ходе разработки консольной и мобильной версии большого обновления 1.6. Если кратко, работа продолжается, плюс скоро выйдет и заплаточка 1.6.9 для ПК-версии игры. И завершим еще одним большим обновлением, на этот раз для Baldur's Gate 3.
которая, впрочем, тоже еще не вышла. Знаете, как бывает, чинишь в одном месте, ломается в другом. Классика. Вот в такую классическую петлю угодил и так называемый 7-й патч, чье закрытое тестирование было отложено до конца этой недели. И патч уже получается увесистым. Полный список изменений опубликуют лишь вместе с релизом, однако уже сейчас в Steam есть небольшое превью, в котором авторы обещают более 1000 мелких и не очень правок и некоторые радикальные перемены в игре. Из таких: новые концовки для персонажей и злодеев, лаунчер для запуска и менеджмента модов, переделанный сплитскрин для совместной игры на консолях, настраиваемый режим сложности позволит получить врагов и особые испытания из режима доблесть, но не ограничивать себя в сохранении. В диалогах, которые предполагают взаимодействие нескольких героев, теперь смогут участвовать и другие персонажи игроков во время кооперативного прохождения. Это должно добавить юмора и погружения. По всей игре появилось больше озвученных комментариев рассказчика и диалоговых опций для темного соблазна. Ах да, закрытое тестирование будет случайным образом распределено среди тех, кто запросил к нему доступ на специальные странички в Steam. В новости из описания есть прямая ссылочка. Не забудьте написать в комментариях, как вам сегодняшний экспериментик с музыкой, и заходите к нам на сайтецкий stopgame.ru. Все эти новости и даже больше, обзоры новья и авторские видосики, все там и ждет ваших глазьев с ушами. Доброго дня!